Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю кето-рулет на альбумине со сливочным кремом, без использования муки. Сливочная начинка идеально сочетается в мягком бисквите, формируя гармоничный аромат и приятную текстуру. Сливочный кето-рулет — это лучший выбор для всех, кто придерживается низкоуглеводного питания. Рецепт может быть адаптирован для людей с сахарным диабетом второго типа. Рулет не содержит простых углеводов, тем самым не поднимает глюкозу в крови с дальнейшей реакцией инсулина. Десерт подходит для всех, у кого непереносимость глютена, ввиду того, что в его составе нет муки. Все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. В белки добавляю эритритол, взбивая на высоких оборотах миксера до получения стабильной меренги. Правильно взбитая меренга устойчиво держится на лопастях миксера. В горячую воду добавляю альбумин. Вымешиваю смесь на высоких оборотах миксера до пышной меренги. Правильно взбитая меренга держит форму и не опадает при поднятии. В желтки добавляю ванилин и перемешиваю миксером, чтобы желтки хорошо посветлели. Добавляю сметану и соду. Недолго перемешиваю. Во взбитые белки добавляю сразу весь взбитый альбумин. Вливаю желтковую смесь. Осторожными движениями сверху вниз перемешиваю яичную массу. Долго не вымешивайте, иначе есть риск, что смесь опадет. На противень, выстеленный пекарской бумагой, вливаю все яичное тесто. Равномерно распределяю яичное тесто по пекарской бумаге. Убираю противень с тестом в заранее разогретую до 160 градусов духовку на 20 минут. Для крема эритритол пробиваю в блендере до сладкой пудры. На выпеченный бисквит выстилаю пергамент и устанавливаю решетку. Переворачиваю конструкцию сверху вниз. Извлекаю пекарскую бумагу и оставляю на столе до полного остывания. Затем убираю в холодильник для охлаждения. В сливки всыпаю всю пудру и добавляю ванильный экстракт. Взбиваю на средних оборотах миксер до получения стабильного сливочного крема. Правильно взбитые сливки устойчиво держатся на лопастях миксера. А как правильно взбить сливки, читайте по ссылке в рекомендациях. Сливочный крем выкладываю на остывший бисквит. Равномерно распределяю сливочный крем по всей площади коржа. Осторожными движениями заправляю корж с кремом внутрь, формируя рулет. Друзья, буду очень благодарен, если поставите лайк на это видео. Тогда я буду знать, что мои кето-рецепты вам нравятся. Любая ваша активность не только продвигает канал в рейтинге, но и мотивирует и дальше публиковать авторские рецепты, которые я специально разрабатываю для вас. Закрываю рулет пергаментом и убираю в холодильник швом вниз, минимум на 4 часа. После охлаждения обсыпаю рулет эритритольной пудрой, которую я предварительно пробил в блендере. Сливочный рулет получился очень нежный, с приятной сливочной начинкой и мягким бисквитом. Вкус десерта гармонично сочетается в данном рецепте. Приятный бонус — это то, что сливочный рулет не содержит сахар и глютен. Спасибо за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.